Но больше всего помогает вера в Бога. Даже не церковь, а вера в Бога. Есть вера, все выдержать. Церковь Святого Станислава, или, как мы часто говорим, храм Святого Станислава, епископа и мученика, или также храм Святого Станислава Краковского, был построен митрополитом, архиепископом Станиславом Богушем Сестренцевичем, который здесь, в Старой Колонне, купил землю, вначале сделал домовую часовню, и когда ему было 93 года, начал строительство этого храма в честь своего небесного покровителя. Это было в 1823 году, и через 2 года этот храм был освящен 7 мая, торжество Вознесения Господнего. Прошло 1,5 лет, и архиепископ в возрасте 96 лет скончался и был похоронен в этом храме, и его могила сохранилась по сегодняшний день. Этому храму повезло. Сначала тут вот была фабрика, часть фабрики, а потом они решили демонстрационный зал здесь воссоздать, и нужно было сделать ремонт. Обратились в инспекцию по охране памятников, и они прислали своих реставраторов. Конечно, это за счет фабрики происходило. И вот он принял тот вид, который мы сейчас вот имеем. И началась перестройка, и сначала они категорически отказывались нам вернуть этот храм. Но дальше шли такие события, происходили. Эта фабрика потерпела небольшой такой финансовый крах, у нее много было тут филиалов, и пришлось им расстаться с этим зданием, и передали, сказали: пожалуйста, приходите, забирайте свой храм. У нас же был единственный храм открытый. Вообще на Российской Федерации 2 действующих храма. Лурдской Божьей Матери, мы все, в общем, родом оттуда. И у нас старенький был отец Юзеф, нам настоящий. Больше выбора у нас не было. Мы можем пойти в этот храм или в этот храм. Это такой проповедник, это такой красивый, это такой вот добрый. Это ну, можно уже себе позволить изысканность какую-то и притязательность. А тогда не было. Вот один единственный храм, слава Богу, действующий, и один старенький отец Юзеф.
приехал из Польши отец Людвиг Вишневский. Горячий такой, молодежь вокруг него. Такой. И он замечательные слова сказал, что вера ни в коем случае не должна быть слепой, она должна быть абсолютной, пропущенной через разум и душу. Два инструмента, которые Господь дал человеку. В храме находились разные организации. Последняя организация – это фабрика «Ротфронт», которая вернула этот храм католической общине в 1996 году в августе. В конце ноября этого года я здесь приехал в Санкт-Петербург и стал первым настоятелем, и уже здесь я служу больше 20 лет. Мы живем рядом, и мама, проходя, увидела, что храм открыт, зашла и решила, что здесь очень хорошее место, красивое. Привела нас, своих дочек, у нас всего 3, привела сюда. Мы покрестились все в один день, уже достаточно во взрослом, скажем, возрасте. И с момента 1997 года началось мое воцерковление. Благодаря церкви я могла посетить очень много мест по миру. Это дни молодежи международные, которые устраивались в разных местах мира. Также разные другие встречи, духовные упражнения. Я много чего узнала и в другой жизни, потому что до этого я вообще, говорю, с Богом не имела никаких связей, отношений. И для меня это было как новая жизнь, то есть я приобрела жизнь заново. Была невыездная всю жизнь. Я мечтала только об одной поездке в Италию, к святому Франциску. И вдруг мне племянница говорит: святого Станислава едет. И тут я поехала в Италию. И так я оказалась здесь. Мне здесь очень тепло, хорошо, уютно, я здесь прижилась. Знаете, это такой семейный храм. Мы все друг друга знаем, спрашиваем, как дела, как здоровье, знаем, как бы не всю подноготную, но, по крайней мере, это, знаете, это вот как второй дом, где нас ждут, где нас любят, где нас благословляют, помогают. Главная задача в жизни человека, как я считаю, это сохранить свою душу, заберечь, обогатить, не дать ей раствориться в этом окружении, в этой тяжелой жизни. Надо сохранить душу. Церковь помогает.